Всем привет! Решила снять для вас разговорное видео, потому что давно такие видео не снимала. Хочу вам коротко рассказать о том, что у меня произошло в жизни за последние 8 месяцев, потому что последнее разговорное видео я снимала в декабре прошлого года. А также хочу рассказать о том, что у меня произойдет в ближайшем будущем, прям вот очень ближайшем. Так что, если вам интересно, то обязательно досмотрите до конца. Начну, наверное, с того, что последние 3 года я училась в лицее. И в этом году, а точнее 3 июня, у меня был выпускной. У мамы на канале об этом есть видео, а я решила не снимать. Так что если вы его еще не видели, то можете перейти по ссылке, которая будет в описании, и посмотреть его. В общем, ко мне пришло 35 гостей, и праздновали мы у нас дома. А дом у нас не такой уж и большой. Так что можете, наверное, представить, как это все было. Если честно, праздник прошел как в тумане. Помню, как люди все шли и шли, а мне надо было всех встречать, обниматься со всеми, фоткаться. Для меня это все было, конечно, немножко шоком, потому что я и так не люблю особо большие компании, а тут столько людей сразу пришло. Со всеми надо было поговорить, поотвечать на вопросы о будущем, ну вы поняли. А так как я мнительный человек, то думала о празднике и вспоминала его еще, наверное, целый месяц, так что июнь вообще пролетел незаметно. И вообще все лето в этом году как-то слишком быстро пролетело. Второе, не менее важное событие, это то, что в этом году к нам приезжала бабушка моя. Она была у нас целое лето, вот только недавно уехала. Она раньше к нам приезжала каждый год, а в прошлом году не приезжала, так что мы с ней не виделись почти 2 года. Весной и в начале лета у меня были вступительные экзамены. Я поступала в школу, которая в прямом переводе с финского называется Высшей профессиональной школой, а в переводе с английского она называется Университетом прикладных наук. Не уверена, как она по-русски называется, но можете прогуглить, если вам интересно. Я поступала в 2 места, ну это уже не важно в какие. В общем, я сдала экзамены, и оставалось только ждать результатов, которые я ждала до середины лета. Кстати, может, поэтому оно так быстро и пролетело. Самое интересное это то, что я ждала не позитивных результатов, как все нормальные люди, а негативных, потому что я поняла, что не хочу учиться ни на ту, ни на другую специальность. Кроме того, в Финляндии очень сложная система поступления, так что я даже не буду пытаться ее объяснить, потому что вряд ли кому-то будет интересно. Ну и как вы думаете, что случилось дальше? В начале июля пришли результаты, и я узнала, что поступила в одно из мест. Я одновременно была и рада, и расстроена, потому что, с одной стороны, было, конечно, приятно, что я поступила, но с другой стороны, я понимала, что я все равно там не хочу учиться. Я стала думать, что мне лучше делать, и все-таки отказалась от места, потому что у меня был план «Б», который возник еще в конце весны, и о котором вы скоро узнаете. Извините за то, что немножко освещение поменялось, потому что на улице солнце выше, мне пришлось жалюзи закрыть. Итак, вы, может быть, слышали о программе Au Pair, но если не слышали, то я вам сейчас прямо с Википедии прочитаю, что это такое. Итак, Au Pair, вот так вот он пишется. Это термин, применяемый для обозначения молодых людей, живущих в чужой стране или чужом регионе, в принявшей их семье и делающих определенную работу, чаще всего занимающиеся воспитанием детей. В качестве компенсации они получают питание, помещение, обычно 1 комнату для проживания и карманные деньги на расходы, а также возможность выучить язык на курсах и познакомиться с культурой принимающей их страны или региона. Я уже давно о такой системе слышала, но почему-то только в этом году стала вот прям всерьез думать о том, чтобы стать этим аупайром, я его так называю. Так что сразу, как я узнала результаты, я зарегистрировалась на специальном сайте, где там разные всякие семьи, и стала искать себе семью. Это оказалось не так уж просто, как я думала. Я отправляла очень многим семьям сообщения, но большая часть до сих пор мне не ответила. Я даже связалась с одной семьей по скайпу, но после этого звонка они мне не отвечали. Поэтому я совсем почти уже потеряла надежду, думала, что ничего мне уже не получится. Но потом я нашла семью, у которых на странице было написано, что требуется очень хороший уровень английского, там еще много чего, что они как бы требовали. И я помню, мама мне сказала, даже не пытайся, не отправляем сообщения, но я все равно решила отправить, просто так. Я им написала, что вы мне понравились, мне понравился ваш профиль, и к моему удивлению они мне ответили. И почти сразу мы договорились об интервью, что вот мы встретимся в скайпе, познакомимся. Этот звонок прошел очень хорошо, даже дети участвовали в разговоре. В этой семье, кстати, 9-летняя девочка и 6-летний мальчик. И после этого разговора я написала им, что вы мне очень понравились, дети мне понравились, мне все подходит. И они мне ответили, что я детям тоже понравилась, чему я удивилась, потому что я думала, что у меня вообще не будет никаких возможностей попасть в эту семью. Короче, вы, наверное, уже поняли, что я еду в эту семью. Мы уже подписали контракт, и я даже уже билеты купила. Вообще не верится, конечно. Я, кстати, не сказала, что они в Лондоне живут. Так что уже через неделю я лечу в Лондон на целых 5 месяцев. Я постараюсь снимать там видео почаще,
и выставлять их почаще, потому что сейчас у меня вообще раз в полгода выходит видео. Так что если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну вот и все, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока!